Всем привет, меня зовут Иван, это канал Юрганов Лайф. Ребята, в этом ролике будем заниматься вот такой штукой. На что это похоже, напишите в комментариях, но я вам сразу скажу, это якорь от лодки Прогресс 2, на которой мы катаемся по Томи, а также ловим рыбу на спиннинг в разрешенное время. Дело в том, что этот якорь вроде как для руки и тяжелый, но для катера он слишком легкий. То есть он не втыкается, вернее втыкается, но он не цепляет и лодку сносит. Сносит как пушинку всего лишь от ветра. Поэтому, чтобы он был тяжелый как надо, в эту полость, вот я вам покажу вот так, в эту полость будем заливать свинец. Свинец — это у нас вот такая штука, шайба, которая весом, наверное, килограмм 8 точно. Его свинец, эту шайбу будем расплавлять вот в такой удобной сковородке, которую любезно предоставил Михаил, для того, чтобы можно было эту шайбу превратить в жидкую субстанцию. Понадобятся нам краги сварщика, чтобы не обжечься, и еще две вот такие, скажем так, одна трубка, а другая арматура. Для чего, это увидите в дальнейшем. А будем это все делать мы на мангале. Сейчас из того сарая мы вытащим его и будем разводить костер, чтобы плавить наш доблестный свинец. Хотя, знаете что, у меня такое ощущение, не ощущение, предложение. Может, его лучше просто сдать, и мы выручим много денег за него? Что скажете? Напишите в комментариях. А сейчас приступим для того, чтобы якорь нас стал весить килограмм 20, а сейчас он тоже килограмм, наверное, 6. Итак, погнали. Это мы идем, друзья, за дровами, чтобы растопить мангал, разжечь. А тут у нас, кстати, с рыбалочки карасики вялятся, сушатся. Запах обалденный. Мухи тоже стоят в очереди. Хотят попасть внутрь, но мы все предельно герметично сделали из марли. Ладно, берем дрова и разжигаем мангал. Свинец нагревается, но пока еще не плавится. А тем временем подготовили уже конструкцию для заливки свинца в якорь. Достаточно устойчивая, не шатается, то, что нам надо. Из двух сторон будем раз и наливать. И тогда в этом случае якорь будет якорить и не будет заваливаться на бок при том случае, когда мы его будем бросать в воду. Свинец начал плавиться с краю. Сейчас дело пойдет достаточно быстрее.
Свинец полностью расплавился, стал жидким, как ртуть, и блестящим. Весь шлак мы сверху собрали, но он все равно останется потом сверху. Ну, по максимуму мы его собрали. А сейчас Михаил будет заливать уже в якорь. Вторые щипцы на подстраховку, потому что вдруг рукоятка отвалится. А сейчас заливаем. И еще половина, наверное, у нас осталась. Вот такой получился треугольничек. Ждем, пока остынет. И вот сейчас вы видите конечный результат якоря. Треугольничек у нас вот такой свинцовый получился в самом якоре. Теперь будет цепляться за дно водоема. Очень даже надежно. На бок уже не будет ложиться, а будет уже вот так вот плашмя. Это у нас израсходовалась половинка той таблетки. Остаточки у нас получились вот такие. Полумесяц, который в этой сковородке остался. Это у нас пролилось в мангал. Тоже остаточки пригодятся. Сковородка справилась со своей функцией на 100%. Мы ее оставим для дальнейшего использования. Ну, конечно, не караси жарить с окунями, а для переплавки свинца. И еще вот таких штучек наплавили, таблеточек из гаечного накидного ключа. Вот такие красивые формочки. Вот такой простой короткий ролик получился, ребята. Знаете теперь, как переплавить свинец для якоря, как утяжелить якорь в своих домашних гаражных условиях, чтобы можно было ходить по реке, чтобы вас ветер никуда не стаскивал, ни по течению, ни против течения, чтобы вы всегда были в том месте, где вы заякорились. Друзья, ну а это с вами был Иван, канал Юрганов Лайф. Если вам видео это оказалось полезным, приятным, интересным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Юрганов Лайф, тем самым вы помогаете каналу развиваться. Ну а я, Иван, прощаюсь с вами, до новых встреч и говорю вам пока!